Приветствую всех любителей часов на моем канале. Сегодня я хочу поговорить о часах Чистопольского часового завода. Покажу вам 3 моих экземпляра, а также поговорим о качестве и самое главное о самой сути этих часов. Чтобы понять эту суть, хочу сравнить этот бренд с автомобилем Niva ВАЗ-2121. Есть люди, которые совершенно не понимают этот автомобиль, а есть настоящие фанаты. Последние не только активно загоняют эту машину в грязь, но и занимаются оффроуд-тюнингом. И это превращается в их хобби. Помню, как мы с моим маленьким сыном смотрели ролики про Нивы, которые месят грязь, и чуть ли не первые слова малыша были «Нива, давай, давай». Многие владельцы Нивы имеют в собственности другое авто для каждодневных нужд, и я почему-то сразу подумал, что Восток точно такие же часы. Ну а кастомизация Востока славится на весь мир. Это целое хобби. И возможно ради этого я и пришел в мир ЧЧЗ. Теперь посмотрим, что у меня есть. Дорогие друзья, хочу порекомендовать вам вот такие замечательные travel кейсы для часов. Это уникальные изделия ручной работы из натуральной кожи. Внутри мягкая замша. Надежная застежка, с внутренней стороны сделано все для бережного хранения часов. Это очень удобная вещь в поездках. Внешне кейсы стильные и очень качественные. Если вы хотите заказать такое изделие, то переходите по ссылке в описании в телеграм-канал. Скоро праздники, и можно подобрать что-то в подарок. Для любителей часов это будет очень полезная вещь. Эти классические командирские часы самого начального уровня с латунным корпусом, покрытые хромом, произведенные примерно в начале 90-х, я купил за 150 рублей на Авито. Так дешево, потому что они не шли. Я вскрыл заднюю крышку, сразу увидел, что что-то не так с собачкой, или как ее называют, фиксатором. Устройство, которое должно сдерживать пружину от размотки, когда мы часы заводим. Поправил ее, привинтил, завел часы, и они пошли. Потом заказал новый циферблат и стрелки от часов Амфибия. Всю кастомизацию можно посмотреть в моем ролике, ссылку оставлю в описании. Поставил это все на браслет, и вот перед вами полевые часы. Эти часы достались мне в память о дяде. Тут было очень сильно затерто стекло, и люм на циферблате отваливался. Они тоже родом из 90-х годов, им примерно 30 лет. Я заказал новый светящийся цифер, F-образные стрелки и корпус. Потом я поставил сюда нейлоновый ремешок в стиле НАТО. Ну и наконец, командирские, уже нового уровня, с водозащитой 200 метров. Кстати, довольно серьезная и проверенная водозащита для часов в такой ценовой категории. В корпусе из нержавеющей стали с автоподзаводом. Эти часы нисколько не уступают Амфибии, практически это одно и то же. Обратите внимание, здесь 24-часовой формат времени, этим часам 3 года. Я поменял безель, заднюю крышку, сектор автоподзавода, поставил силиконовый ремень. Далее планирую поменять диск даты на черный с белыми цифрами, а также заменю стрелки и поставлю заводную головку с логотипом. Как видите, все мои часы от Востока прошли кастомизацию. И скажу вам, что я получил огромное удовольствие от процесса и от конечного результата. Поэтому я люблю эти часы. Теперь поговорим о качестве. Если у вас есть вопросы, почему тут стоит акриловое стекло, то перенаправлю вас на интересное видео, где наглядно все показано. Ссылку оставлю в описании. Качество корпуса стрелок, циферблата сейчас довольно высокое. Возможно, кому-то не нравится штампованный браслет, так поменяйте его на тот, который вам нравится. Или вообще выберите что-то другое, например, силиконовый ремешок. Теперь поговорим о качестве механизма. Точность он выдает примерно плюс 15 секунд в сутки.
Я настраивал градусником точнее, но со временем точность возвращается. Лично для меня это вполне приемлемая точность для полевых часов. Здесь вновь вспомним Ниву. Разве за большую скорость она ценится? Наверное, Ниве это и не нужно. А ломается ли Нива? Наверное, да. Не так давно мой знакомый купил новые базовые командирские часы в корпусе из латуни. И примерно через пару дней они у него перестали функционировать. После чего он оформил возврат и заказал себе китайские кварцевые часы. Возможно, вы тоже слышали подобные истории. Да, конечно, это неприятные моменты. Что я тут могу сказать в оправдание? Восток выпускает часы большими партиями, и где-то, возможно, они не доглядели. Возможно, те люди, у которых с часами все окей, не пишут нигде об этом. Поэтому мы видим больше тех отзывов, где с часами что-то пошло не так. Но у Нивы разве не так? Мужики сидят в своих гаражах и что-то там крутят своими гаечными ключами, что-то дорабатывают, а потом веселые мчат по лесным дорогам и ветки деревьев в разные стороны. Здесь точно так же. Эти часы у меня тоже сломались. Им 3 года, и вот в один прекрасный день я заметил, что сектор автоподзавода застопорился. Отвинтив крышку, я нашел винтик, который и зажал сектор, встав между ним и мостом. А винтик этот держал мост. Я вставил винтик на место, закрутил, а также протянул остальные винты на всякий случай. Но они все были хорошо затянуты. Теперь все окей. Лично для меня эта ситуация вполне положительная. Я люблю повозиться в часах, а для кого-то это был бы крах. Несмотря на эту историю, я все равно считаю эти часы качественными. В них есть такие плюсы, как ремонтопригодность, обилие запчастей, возможность кастомизации, низкая цена и, как на мой вкус, отличный свой узнаваемый дизайн. Все как у Нивы. Есть минусы, связанные с какими-то поломками, но на самом деле совершенно неизвестно, какой процент часов ломался. Ведь большинство тех, у кого с механизмом все в порядке, никуда об этом не писали, и их благополучные истории нам неизвестны. Так что пишите обязательно в комментариях под этим видео о вашем удачном или неудачном опыте владения часами Восток. Мне и другим людям будет интересно. Дорогие друзья, на моем телеграм-канале ссылки с интересными статьями, опросы и конкурсы. В группе ВК много полезной информации про часы, а на Дзен-канале, кроме видео, я выкладываю свои статьи. Выбирайте удобную для вас площадку и подписывайтесь, буду признателен. Все ссылки в описании. Ну и конечно же не забывайте делать профилактику механизма. От этого многое зависит. Еще всегда удивляли люди, у которых переставали идти 20-30-летние командирские, и они ни разу не делали репассаж. А потом такие говорят: вот Восток плохие часы, сломались. А что такое репассаж и зачем его делать, они впервые слышат. Благодарю всех за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем добра!